Сегодня в выпуске Чонгук и Тэхён победили ужасного злодея, который творил непотребство и распространял ложную информацию. Фанаты считают, что участники BTS экстрасенсы, потому что они предсказали свое будущее, а также те же самые фанаты считают, что взаимодействие Джей Хоупа и тиктокера из прошлого выпуска это все фейк. А рекорды победы и достижения у Айв, Розе, Эспа и не только. Чен из Экса отправляется в Казахстан, а Карина из Эспа может появиться в камбэке G-Dragon. Джей Хоуп, Хён Джин, Гоню и Лиса из Blackpink порадовали фанатов новыми фотографиями. Топ ответил на слухи о возвращении в Big Bang, а Baby Monster стали послами бренда. GOT7 раскрыли все карты в недавнем интервью, а Jackson Wang из вышеупомянутой группы рассказал о своем грядущем сольном альбоме. XG снялись в рекламе фастфуда, а Кай из Экса шокирует фанатов своим новым телом. Ки признался, что хотел уйти из Шайни, а Ханни из New Jeans получила новую визу. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-Pop News номер 227. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите комментарии, не забывайте, что на Бусти все доступно без проблем, ограничений тормозов и даже можно не использовать обходные пути, на день раньше доступно, подпишитесь, у кого есть возможность, это поможет каналам и ведущему существовать дальше. Что еще? Как обычно, защитный баннер на экране, читайте, изучайте, ну или просто смотрите, как он заслоняет стену и мою руку, которая сейчас за ним. Колдунство. Как обычно, с вами Максим, новости индустрии, мы начинаем, поехали. Ханни из New Jeans получила новую визу, и давайте подробнее. На фоне слухов о том, что участие Ханни, настоящее имя Ханни Фам 20 лет, в индустрии развлечений Южной Кореи оказалось под угрозой, из-за истечения срока ее визы родители участниц New Jeans заявили, что она получила новую визу. 12 числа в аккаунте социальной сети, который временно ведут родители, они написали: после того, как появились многочисленные статьи и распространились ложные сведения о визовом статусе Ханни, мы хотим прояснить ситуацию. Ханни получила новую визу 11 числа, следуя всем законным процедурам. Также они заявили, что агентство Эйдор оказывало давление, требуя подписать заявление о продлении, в котором оно указывалось как официальное агентство, и предупреждая о возможных проблемах с визой в случае отказа. Они также обвинили компанию в самовольной передаче личных данных и документов Ханни в официальные органы без ее согласия. Кроме того, семья выразила беспокойность тем, что за последние 2 дня в СМИ появилось около 70 статей, спекулирующих на теме визы, что, по их мнению, нарушает права Ханни. Желтая пресса она такая. Они подчеркнули, что единственным источником достоверной информации о личных данных участниц является Эйдор, и выразили сожаление по поводу бесконтрольного распространения этой информации. Кроме того, родители Ханни заявили, что она получила новую визу, но не уточнили ее тип. Для работы в южнокорейской индустрии развлечений иностранным гражданам необходимо оформлять визу в категории Е6 – развлекательная индустрия. Обычно иностранные артисты получают эту визу через агентство, и она позволяет им находиться в стране до 2 лет. В связи с этим некоторые предполагают, что вместо Е6, для оформления которой требуется участие агентства, Ханни могла получить визу категории G1, которая дает право на временное пребывание в стране. Кроме того, NGZ или New Jeans, по слухам, могут присоединиться к агентству Beast and Natives Alike, BANA, звукозаписывающему лейблу, стоящему за многими хитами этой группы, включая Highboy, Dite, Cookie и OMG. В целом там еще много информации, которая повторялась уже миллионы раз, но девушка получила визу и сможет находиться в Южной Корее. Тип ее, естественно, не уточняется этой визы, но можно только поздравить. Ну а что будет с группой New Jeans дальше, не смогут предсказать даже самые могучие тарологи. И двигаемся дальше. Судя по всему, Ханни из New Jeans могла, возможно, получить некий блат, так как в ее дело вмешался политик. Давайте подробней. Вопрос о выдаче визы иностранной участницы группы New Jeans Ханни вызвал большой общественный интерес, как будто других проблем у людей нет. Да ладно, давайте дальше. Хотя она уже получила новую визу, критика в адрес депутата Пак Джи Вона, партии демократы Тобуро или Тобуро, который добивался решения этой проблемы, не утихает. Некоторые считают, что чрезмерное вмешательство депутата в этот вопрос неуместно, так как он касается юридического конфликта в индустрии развлечений. 12 февраля Пак Джи Вон опубликовал пост в своем блоге, где сообщил, что Ханни получила визу и сможет продолжать свою деятельность. Он также отметил, что в ходе утреннего заседания Комитета по законодательству и правосудию Национального собрания задал вопрос Киму Сок У, исполняющему обязанности министра юстиции, и выразил благодарность главе иммиграционной службы Министерства юстиции за оперативное решение вопроса.
На заседании комитета по законодательству и правосудию Пак Джи Вон заявил, цитата, «Одна из участниц New Jeans Honey могла оказаться нелегальным иммигрантом и быть депортированной. Прошу Министерство юстиции принять меры, чтобы Idol мог свободно продолжать свою деятельность». После этого в блоге депутата Пак Джи Вона начали появляться комментарии с критикой его действий, озвучу лишь некоторые. Выдавать визу иностранке, которая провоцирует хаос в индустрии кей-поп, это что, повод для гордости? Вы смотрите новости, неужели национальному собранию так интересны подобные дела? Депутаты должны заниматься государственными делами, а не вмешиваться в вопросы иммиграции айдолов. Национальное собрание занимается частным делом, айдол не высококвалифицированный специалист, это не случай особой значимости. Почему тогда не предоставить визы всем иностранцам, работающим в развлекательной сфере? Это что, официальная позиция государства? Если каждый айдол начнет нарушать контракт и требовать визовую поддержку, то индустрия просто рухнет. Закон есть закон, почему парламент вмешивается в иммиграционные вопросы? И многие другие комментарии. Ну и да, Хани имеет вьетнамско-австралийское происхождение, и она столкнулась с этой проблемой на фоне разборок с Эйдор, который продолжается уже миллион лет, по ощущениям. В целом, из-за этого возник вопрос у людей, а не приблотненная ли Хани, нет ли у них каких-то там связей, и почему, блат, не блат, связи, не связи. Это останется, как обычно, где-то там за кулисами. Мы с вами можем изучить ту информацию, которая предоставлена. Решилась проблема, ну и хорошо, двигаемся дальше. Ки Шайни признался, что хотел покинуть группу. Почему? Давайте подробнее. 12 февраля Ки Шайни появился в эфире развлекательного шоу TVN You Quiz on the Block в качестве гостя вместе со своей мамой Ким Сон Хи. Мама Ки недавно завершила свою 37-летнюю карьеру медсестры и показала свой дневник воспитания, который она начала писать с самого дня рождения сына. Через искренние записи она надеялась, что Ки осознает, насколько он был любим все эти годы и сможет черпать в этом силу. В выпуске Ки поделился трудностями, с которыми столкнулась их семья, включая многочисленные операции на сердце Ким Сон Хи и испытания, которые они прошли вместе, оставаясь друг для друга самой большой опорой. Размышляя о своем пути, Ки сказал: «Семья — это моя самая большая ценность. Выражая благодарность за безграничную преданность матери, как ее пациентам, так и ему самому». Ким Сон Хи вспомнила, что с детства замечала в сыне артистизм. Она признала, что несмотря на радость от дебюта сына, она переживала за него. «Я была так счастлива, когда он дебютировал, но когда фанаты выкрикивали имена всех 5 участников, имя Ким Ки Бом звучало тише остальных, и мое сердце сжималось. Я боялась, что он тоже это заметит и расстроится». Ки откровенно рассказал: «Группа становилась популярной, но я чувствовал, что у меня нет своей роли, не мог обрести чувство принадлежности. В начале 2000-х мне было очень тяжело». Ки также выразил свою глубокую привязанность к Шайни как к группе из 5 участников, включая покойного Джон Хёна. Во время выпуска Ки рассказал о смерти Джон Хёна, сказав: «Тогда был действительно потрясен. Я задавался вопросом, что вообще значит просто жить, может мне стоит все бросить?» Он продолжил: «Я был совершенно сломлен, но концерт на Токио Дом стал для нас возможностью пройти через это вместе. Мы чувствовали, что если у нас не будет момента, чтобы почтить его память как группа, будет слишком сложно двигаться вперед. Именно так мы хотели проводить его, с почестями, как того заслуживала его яркая, хоть и короткая молодость». Ки также поделился: «Каждый год, когда наступает его день рождения или годовщина нашей группы, я скучаю по нему еще сильней. Когда у нас появляются новые песни, которые он не может записать с нами, я часто думаю: он бы справился с этим великолепно. Он часто появляется в моих снах, когда я репетирую. Он не говорит ничего пророческого, но во время обсуждения концертов он просто сидит там. Когда репетирую, он там. Нас всегда 5. Так будет всегда». Эти слова вызвали глубокое волнение и тронули сердца слушателей. Стоит напомнить, что Джон Хён Шайни скончался 18 декабря 2017 года в возрасте 27 лет, к сожалению, присоединившись к тому самому клубу 27. Покойся с миром, Джон Хён, конечно, и здорово, что группа Шайни, несмотря ни на что, продолжает существовать, и да, как существовать, даже жить и развиваться. И такой, знаете, вопрос очень спорный, в целом, за счет развития современных нейронок, при большом желании, конечно, так никто делать не будет, чтобы не оскорблять память покойного артиста, но, возможно, можно было бы использовать нейронку, чтобы воссоздать голос Джон Хёна, очень спорная ситуация. Я не говорю, что это так нужно делать, но такой вариант есть, если хотелось бы снова услышать голос артиста. Но будет ли это вызывать те же самые эмоции, вопрос, конечно, открытый. А Ки, всего хорошего. Двигаемся дальше. Далее у нас группа B2B, прекрасные артисты, марафон по ним, кстати, сейчас на канале MPTube на моем втором выходит, потом после выпуска можете глянуть, что там уже повыходило. В общем, у B2B что-то требуют фанаты, поэтому я уже чувствую легкий запах рубрики «Фанаты зажрались», потому что, на опыте так говорю, но давайте к сути. Фанаты B2B выражают свое разочарование тем, что участники используют название группы, продвигаясь в неполном составе. После ухода B2B Skip Entertainment в декабре 2023 года и групповой деятельностью руководит B2B Company, созданная материнским лейблом DOD, исключительно для управления айдол-группой. Однако в компании находятся только 4 участника: Инкван, Хёншик, Пэниэль и Минхёк.
Чансоп осуществляет свою деятельность под лейблом Fantasia Music, а Sonje I Will Media. Из-за этого участники находятся в разных компаниях. Деятельность группы B2B была ограничена в прошлом году. Несмотря на это, 4 участника, находящиеся под лейблом B2B Company, продвигались под названием своей группы, выпуская синглы и проводя фан-концерты. Однако, фанаты начали просить, чтобы участники использовали название юнита, когда продвигаются только вчетвером. Они утверждают, что название B2B должно принадлежать всем 6 участникам, и что дальнейшее его использование 4 участниками может быть равнозначно удалению Чансоба и Sonje из B2B. Ну тут скобочки такие, точнее кавычки. В ответ на требования фанатов компания B2B Company опубликовала заявление, цитата: «Мы хотели бы уведомить вас об использовании названия B2B во время промоушена группы. Чтобы защитить ценность названия B2B, компания получила права на торговую марку путем взаимного урегулирования. B2B Company была создана, чтобы B2B могли продолжать продвигаться, используя заветное имя группы. В настоящее время участники Инкван, Минхёк, Хёншит и Пэниэль активно продвигаются, используя название группы в надежде защитить его. В результате вся деятельность, проводимая этими 4 участниками, будет продолжаться под названием B2B. Было решено, что никакое новое название юнита не будет использоваться для деятельности 4 участников. Мы хотели бы подчеркнуть, что это решение было принято с намерением защитить ценность названия B2B. Кроме того, эта деятельность все, что может быть осуществлено в данное время из-за расписания участников. B2B Company всегда готовы к полномасштабным групповым мероприятиям B2B, если их расписания совпадут в будущем. Мы будем терпеливо ждать моменты, когда они смогут быть вместе как одно целое. Используя это название, всегда будем работать над ростом группы». Заявление не было хорошо воспринято конечно же, как иначе, фанатами, которые посчитали, что агентство намеренно избегает решения текущих проблем. Ситуация также усугубилась тем фактом, что важные даты, включая дату дебюта группы и дни рождения всех 6 участников, были исключены из набора Seasons Greetings группы за 2025 год. Что пишут люди, конечно же, озвучу в неповторимом стиле, кому не нравится, это ваши проблемы. Большинству все нравится. Тот факт, что они все равно B2B с 4 участниками, по сути означает, что им не нужны остальные 2 участника. Как это может быть B2B без Чансоба и Sonje? Почему компания не может дать вескую причину, по которой 4 участника не могут продвигаться с новым юнитом названием? В B2B ведь уже есть несколько юнитов. А B2B был, B2B for you, и теперь еще один юнит. Все просто. Знают ли они, сколько раз меня, как фаната, спрашивали, а остальные 2 покинули группу? Заявление компании звучит так, будто они обвиняют во всем этом Чансоба и Sonje. Я разочарован в 4 участниках, которые, похоже, не против этого. Такое отношение говорит о том, что они меньше заинтересованы в защите B2B и больше в продвижении самих себя. Просто признайте, что вы делаете это потому, что так можно зарабатывать больше денег. Ха-ха-ха-ха-ха. Фанаты хотят B2B, но вы не можете дать фанатам всю группу, поэтому вы просто пытаетесь обмануть их, заставив думать, что это единственный вариант. Что вы думаете, пишите в комментариях. Я даже не знаю, что тут вам добавить от себя. Я, конечно, считаю, что все это бред, и буквально агентство дало разумный ответ. Расписания не совпадают. А учитывая, что 2 артиста в других компаниях, они же не могут сказать, а ну-ка, метните сюда на концерт B2B. Нет, там есть обязательства. Поэтому фактически все связаны контрактами. И я уверен, что раз уж там кто-то упоминал, побольше денег заработать, так я думаю, они больше бы денег заработали в полном составе. Это же, наоборот, была бы мотивация собираться вместе. Что же теперь, не выступать 4 парням оставшимся? Сидеть и ждать, пока 2 других с расписаниями своими решать проблемы? Нет. Так устроен бизнес, добро пожаловать. Мы с вами находимся в индустрии, где на сдачу нам дают хорошую, интересную музыку интересных людей. А основное здесь зарабатывание денег. Сюрприз, сюрприз. Вы не поверите, даже не фанфики и шиперство в комментариях под многими видео, включая мои, про разных участников группы. Нет, это не основа. Основа здесь деньги. Поэтому артисты должны зарабатывать деньги, потому что агентства в них вложились. Все логично. Но если у вас есть альтернативное мнение, конечно, пишите в комментариях. Главное так, чтобы потом это YouTube не прислал мне на модерацию. Такие комментарии я не пропускаю. И B2B, всем 6 всего хорошего. Двигаемся дальше. Кай из Экса, который совсем недавно вернулся, шокировал людей своим внешним видом. Давайте посмотрим. Кай из Экса заставил поклонников трепетать, продемонстрировав свою впечатляющую физическую форму после обязательной службы в армии. Недавно Кай опубликовал фото, чтобы порадовать фанатов обновлением. На снимке он позирует в лифте в простой белой майке, демонстрируя свою мускулатуру. Поклонники сразу же обратили внимание на его широкие плечи и накачанное тело. Фотография мгновенно разлетелась по сети, вызвав восторг у фанатов, которые не могли наглядеться на рельефные мышцы айдола. Тем временем Кай завершил обязательную военную службу в качестве социального работника 10 февраля. Уже на следующий день, 11 февраля, он вновь связался с фанатами через прямую трансляцию на YouTube, TikTok и Weverse. Пожалуйста, вот он Кай. Комментарии тоже озвучу. Чё не сердечко? Он превращается в матча? Но мне это нравится. Мне нравится, он чертовски горяч. Ого, ха-ха-ха. Я обожаю его накачанное тело, но мне также очень нравится слегка худощавый, но подтянутый Кай. Ему это так идет, у него всегда было красивое телосложение. О, он горячий. Я всегда думал, что ему подойдет накачанное тело, но это даже круче, чем я ожидал.
Лучше, чем быть просто худым. Вау, какой красавчик. Это потрясающе. О боже, я влюблена. Плотный, крепкий, восхитительно. Пожалуйста, продолжай этот горячий образ. Я просто обожаю новую форму. И многие другие комментарии. Люди в восторге. Могу сказать, что, опять же, это здорово. Мышцы — это хорошо, это здоровье, долголетие. Ваш скелет будет работать лучше, все остальное. И мозги тоже. Короче, умеренная физическая активность, которая нагружает ваши мышцы, это прекрасно. И вот артист показывает это. Кстати, ну, если смотреть на его телосложение, то, возможно, он в Джим Джон Кук может появиться шоу, если Ким Джон Кук его еще до сих пор ведет. Почему бы и да. Было бы интересно посмотреть. Вообще меня очень радует, как человека, который тоже сейчас параллельно занимается спортом, приводит свое тело в тот порядок, в который бы он хотел привести, то, что в индустрии артисты начали набирать мышечную массу. И никто не становится огромными качками, которые там не влезают вообще в кадр. Нет, просто люди начали заниматься своим здоровьем, и еще раз, мышцы — это здоровье. Что бы вы там ни говорили про анорексичных эльфов, там, тощих девушек с торчащими костями, или парней, у которых животы к спинам прилипают. И вот впалые скулы настолько, что там нужно, наоборот, делать им визуально их шире. Ну, это все ерунда, на самом деле. Конечно, смотрится эффектно, но для здоровья чаще всего вредно. Поэтому Каю, конечно, всего хорошего и побольше протеина в рационе. Двигаемся дальше. И в предыдущей новости у нас был Кай, который набрал массу. Здесь же у нас девушка, которая потеряла аж 30 килограммов и рассказала как. Давайте подробнее. 7 февраля Пак Джи Хён появилась на YouTube-канале Сунг Сик Кён, где рассказала, как пришла в актерскую профессию и как похудение кардинально изменило ее внешность. Поздоровавшись с ведущим слегка скованно, словно стесняясь, Пак Джи Хён признала, что не очень хорошо переносит алкоголь. Он вредит вашему здоровью, поэтому даже не пытайтесь его переносить, лучше пейте воду. Однако, сделав несколько глотков Макколи или Макколи, она расслабилась и начала беседу. Когда разговор зашел о еде, актриса сказала: «На самом деле я всю жизнь на диете. В школьные годы мой вес был около 78-80 килограммов. Честно говоря, даже сейчас я могла бы есть так же. Я больше люблю чапагетти, чем обычную лапшу, и могла съесть сразу 6 пачек». Звучит жирно. Она также признала, что однажды за раз съела 1,8 килограмма шоколадной пасты Нутелла. Покупала 12 плиток шоколада и ела их во время перемен, а еще за один раз могла осилить 4 бургера из «Прикосновения матери», Mom's Touch, название заведения. Таким образом, актриса раскрыла, что за внешней хрупкостью скрывается настоящий гурман с отличным аппетитом. Это прямо как черная дыра, а не гурман. 12 шоколадок, это... Воу! Это ж больше, чем 100 килокалорий. Пак Джи Хён поделилась секретами похудения. Прежде всего, нужно найти спорт, который тебе нравится. Я занимаюсь балетом уже около 5 лет. Она также добавила: второй важный момент — питание. Нужно отказаться от углеводов и соли, сосредоточившись на белковой диете. Вот тут не слушайте этот момент. Нужно сбалансировать колораж и есть больше овощей и белка. Ну, то есть клетчатка, белки. Я сразу буду поправлять на своем опыте, потому что мало ли вы сейчас начнете это. Углеводы — это неплохо, это хорошо. Вот жиры превращаются в жир сразу, но они тоже нужны. Короче, нужно к диетологу идти и балансировать рацион там, если не понимаете сами, как это устроено. Так что не надо отказываться от углеводов совсем. Углеводы — это источник нашей энергии. Мы без них просто замертво упадем, либо будем как овощи лежать. Далее актриса рассказала, как начала свою карьеру в кино. В старших классах я весила 78 килограмм и мечтала стать актрисой. Учебу всегда откладывала на последний момент, поэтому до 2-го года старшей школы была худшей ученицей в классе. Тогда родители сказали, что сначала должна поступить в университет, а потом уже заниматься тем, чем хочу. Какая знакомая история. Так я поступила в университет иностранных языков на факультет испанского, затем сразу же записалась в актерскую школу. Она также вспомнила, что именно подтолкнуло ее к похудению. Руководитель актерской школы сказал мне: попробуй сбросить вес, и когда я похудела, сразу же нашлось агентство, которое подписало со мной контракт. После нескольких лет в индустрии Пак Джи Хён обрела широкую известность благодаря роли в дораме JTBC «Младший сын семьи Чиболей». В последнее время она активно снимается в кино, в том числе в фильмах «Скрытое лицо» и «Сказка, но для взрослых». Особенно много обсуждений вызвала ее смелая сцена полного обнажения в скрытом лице, которая стала одной из самых главных тем обсуждений в индустрии. В общем, бороться с лишним весом — это хорошо, только без экстрима. Такой вывод можно сделать. Будьте аккуратны и не торопитесь. Процесс медленный, что набор мышечной массы, что похудение, что рекомпозиция. Это я говорю вам на личном примере. Тем не менее, девушки, конечно, всего хорошего, и все-таки немножко углеводов можно и добавить. Двигаемся дальше. Итак, у нас уже сегодня было несколько новостей, которые связаны с едой и фигурой. В одной новости у нас был Кай, который набрал мышечную массу, во второй новости у нас была актриса, которая экстремально худела и не ест углеводы. Ну а сейчас у нас реклама фастфуда от XG, давайте подробнее. Глобальная поп-сенсация XG с триумфом дебютировали в новой телевизионной рекламе Макдональдс. Впервые представленный на японском телевидении 10 февраля ролик переносит группу футуристический космический ресторан Макдональдс, названный Макдональдс Galaxy. Там участницы появляются в уникальных нарядах, вдохновленных образами инопланетян, и присоединяются
Альфас или Альфас для яркого Fandom Feast. Эта инновационная кампания выходит за пределы экранов. Зрителей ждет веб-фильм Fandom Feast Макдональдс Live Party, а также 3 новых ТВ-ролика, приглашающих фанатов присоединиться к живой вечеринке Макдональдс и разделить этот захватывающий момент со своими любимыми артистами. Дополняя интерактивную составляющую, XG проведут Fandom Fest McFry's Feast, прямую трансляцию на официальных страницах Макдональдс, TikTok и YouTube 19 февраля. У меня на момент записи 15, так что, в принципе, еще актуально. В честь этого события Хакакани Хараджуку с 19 по 23 февраля пройдет специальная выставка Макдональдс Galaxy, где фанаты смогут увидеть эксклюзивные костюмы XG и заглянуть за кулисы съемок. В рекламе звучит ремикс хита XG In The Rain Макдональдс Remix, который представляет собой свежую интерпретацию песни из их второго мини-альбома AWE или AWE, ранее покоривший Billboard 200. Ну и да, знаковым событием станет выступление XG на Качево 2025, где они станут единственными японскими артистами, представившими страну на этом легендарном фестивале, еще раз подтверждая свой глобальный успех. В общем, Макдональдс, пришлите мне картошки фри, мне она снится иногда. Ну а в целом, ну вот, реклама фастфуда. Мы завершили Святую Троицу, у нас было набор мышечной массы, потом похудение, и вот теперь фастфуд. Ну, опять же, здорово, что девушки приняли участие в коллаборации, получат больше денег и, соответственно, возможностей для творческой самореализации. Ну, а касаемо фастфуда, ну, опять же, вредной еды абсолютно не существует, такой прям, что вот вы съели и все, и как бы конец. Ну, наверное, только всякие вот копальхины, сюрстрёминг, в общем, такие вот штуки с трупным ядом, наверное, да, их не стоит есть в больших количествах, в остальном еда как еда. Но вы можете есть где угодно в любом фастфуде, я тут не амбассадор Макдональдса и не рекламирую его, пожалуйста, ешьте где угодно. Можете хоть в шаурме вот поесть, которая у вас там возле дома продается, без проблем. В общем, девушкам всего хорошего и двигаемся дальше. Jackson Wang рассказывает о своем новом альбоме на фоне грядущего сингла, спойлер, он уже вышел даже на момент записи, и реакция будет на MPTube. В общем, Jackson Wang рассказывает про новый альбом, давайте подробнее. Глобальный поп-феномен Jackson Wang выпустил свой новый альбом Magic Man 2 в этом году. Уже сегодня, 12 февраля, выйдет первый сингл под названием High Low, ну, то есть он уже вышел. У меня сегодня не 12 февраля, у меня 15. Певец взял тайм-аут, переосмыслив свою жизнь, приоритеты и то, как он хочет создавать музыку. Теперь Jackson Wang готов к следующему шагу, и ждать осталось недолго. Новый альбом Колдун 2 будет разделен на 4 отдельные главы, каждая из которых исследует разные стадии горя. В заметке для фанатов Jackson Wang комментирует: «Я создал Magic Man, чтобы разобраться в своей боли, как маску, представляющую мои самые темные эмоции, мои внутренние эмоции. Я сказал миру: найдите свою магию». Они поддержали. Когда я примерно год был вне сцены, я продолжал спрашивать себя и понял, что никогда честно не задавал себе этот вопрос. Когда Magic Man подошел к концу, я не испытал ничего, кроме критической реальности того, что такое человеческая природа. Я был в очень темном месте, как морально, так и физически. Я думал, что никогда не смогу восстановиться. Я прошел через стадии избегания этого, столкновения с этим, разрушения этим, позволил себе гнить. Взял себя в руки и попытался принять это. Единственный способ, с помощью которого я мог освободиться от этого, это описать в дневнике. Записывать, как и почему я чувствовал то, что чувствовал, и впервые вложил в свой мир, в свою музыку. Этот альбом олицетворяет верность себе. Я прислушался к своему сердцу и принял все хорошее и плохое. Это Колдун 2. Ну, Magic Man, колдун, кудесник, волшебник, можно как угодно переводить. Вот. И между тем, в прошлом году Jackson Wang выпустил трек Feeling Lucky в коллаборации с южнокорейской певицей Биби, а также песню Henny, ну, рекламную. В целом, посмотрим. Jackson Wang из тех артистов, которые не разочаровывает, но, знаете, тут классический пример. Чем интереснее и богаче музыка, тем больше страдает артист на самом деле. Часто стендап-комики многие страдают от компрессии, заменим слово, это который не любит YouTube, от очень сильно и буквально там переходит иногда черту, что можно с собой сделать. Поэтому рождается ли хорошее искусство, которое вот запоминается надолго, хорошее произведение только в страданиях, конечно, вопрос открытый. Может быть, и без страданий можно этого достигнуть, но вот у Джексона это через страдания все было, и с самокопанием. Что-то я уже как будто делаю обзор на альбом, который не вышел, поэтому Джексону, конечно, крепкого ментального здоровья, и двигаемся дальше. Далее у нас интервью группы GOT7, давайте подробней. GOT7, недавно вернувшийся в полном составе с альбомом Winter Heptagon из заглавной песни Python, дали интервью итальянскому изданию, рассказав о личных историях и новых перспективах. Panorama It взяли у группы эксклюзивное интервью. Если бы вам пришлось описать Winter Heptagon, основываясь исключительно на своих эмоциях, что бы вы сказали об этом альбоме? Марк: определенно много смешанных эмоций. Этот альбом настоящие американские горки. Он заставляет вас чувствовать себя счастливым, грустным, взволнованным, эмоциональным, по-настоящему интенсивная смесь чувств. Кому пришла в голову идея использовать звезды в качестве центральной темы альбома? Как развивалась эта концепция? Югем. Первоначальная идея пришла JB
Югём, первоначальная идея пришла от Джейби Хёна. Каждый раз, когда мы собираемся вместе, он тот, кто организует и упорядочивает идеи. Концепция Winter Heptagon стала возможной только потому, что все 7 из нас были вместе, никто не оставался в стороне. Это само по себе заставило нас почувствовать себя действительно хорошо. Что символизирует зимний семиугольник для группы GOT7? JB, я думаю, это идеально нас представляет. Мы как звезды, которые зимой светят еще ярче. Когда впервые возникла идея создания Winter Heptagon, JB, еще до того, как начать делать новый альбом GOT7, мы думали об интересных темах для исследования. Число 7, зима, сезон нашего дебюта и слово «звезда» привели нас к идее создания. Сначала я хотел использовать концепцию зимнего шестиугольника, потому что это группа звезд, которые остаются на месте, но сияют ярче зимой. Затем подумал, что зимний семиугольник подходит нам больше, поэтому внес изменения. Какова история заглавного трека Python, откуда взялась идея неизбежной судьбы? Бэм-бэм. Я думаю, что вдохновение пришло непосредственно от слова Python, питон. То, как змея сворачивается кольцами и переплетается, создавая узлы, которые нелегко развязать, привело меня к выражению этой идеи через историю между мужчиной и женщиной. Бэм-бэм, как ты подходил к продюсированию Python? Сталкивался ли ты с какими-либо трудностями? Бэм-бэм. Я много внимания уделял тому, чтобы участники пели по-новому, а также их английскому произношению. Я хотел, чтобы наше звучание отличалось от прошлого, поэтому я усердно работал над созданием чего-то свежего и новаторского. Почему вы выбрали Python в качестве заглавного трека? Джиньон. Песня была великолепна и концепция была ясна с самого начала. Как вы думаете, как группа выросла в музыкальном плане с этим результатом? Джексон. У всех нас разные вкусы и стили, но когда мы собираемся вместе, нам всегда удается найти баланс. Стала ли для вас вызовом роль авторов и продюсеров в этом альбоме? Йонджи. Вместо вызова я скорее испытывал чувство завершенности, когда участники пели песни, над которыми мы работали вместе, казалось, что ты смотришь на то, как они оживают. Тема судьбы играет большую роль в Python, что для вас значит судьба. Югём, для меня судьбой было то, что я мечтал стать певцом, стал стажером, встретил участников группы, стал частью GOT7 и наконец познакомился с Агасе. JB, как создавалась песня Darling? JB, я хотел написать яркую, веселую песню для GOT7. Я также хотел, чтобы на этот раз другой участник взял на себя ведущую роль в создании заглавного трека, поэтому я больше сосредоточился на бисайдах. Это позволило мне работать более расслабленно, и я надеюсь, что фанаты тоже это чувствуют. Марк, есть ли более глубокий смысл, стоящий за Out the Door? Марк, в этой песне не было скрытого смысла. Когда я был в туре со своими музыкантами, мы решили написать песню вместе, и мы просто веселились. Я подумал, что создание поп-рок трека с группой будет чем-то особенным. Джексон, что вдохновило тебя на создание Smooth? Джексон, в 2024 году я взял отпуск на год. В течение этого времени я работал над своим альбомом и написал много песен. Но вы знаете, этот отпуск у артистов и людей-трудоголиков. Отпуск, чтобы еще поработать. Вписываюсь. Это была одна из тех, что я выбрал для группы. В конце концов, кто бы не хотел, чтобы жизнь всегда была гладкой. Smooth гладкий. Джиньон, каков был творческий процесс, стоящий за песней Хё? Джиньон, это было интересно, я написал песню, учитывая сильные стороны каждого участника, поэтому было волнительно представить, что из этого получится. Йонже, какое послание ты хотел донести с помощью Our Youth? Йонже, наша юность — это всегда особенное время, поэтому не сдавайтесь, научитесь любить себя еще больше. Бэм-бэм, каким было твое видение для Tidal Wave? Бэм-бэм, Tidal Wave — песня для легкого прослушивания и наслаждения. Мелодия и ритм не слишком сложные, поэтому я думаю, что она доступна каждому. Югём, какие эмоции руководили тобой при создании Remember? Югём, я написал эту песню с одной мыслью: я хочу увидеть тебя прямо сейчас, я хочу встретиться с тобой немедленно. Как, по-вашему, со временем изменились ваши отношения с поклонниками? Марк, мы узнали друг друга лучше и построили глубокую связь, мы повзрослели и стали более благодарны за каждый момент, который мы разделяем. После более чем 10 лет вместе, что для вас значит ваши поклонники? Йонже, они как семья, и я искренне надеюсь, что мы всегда сможем оставаться вместе. Среди участников GOT7 часто упоминается понятие братства, как это изменилось со временем. Джиньон, наша связь только крепнет, теперь мы глубоко укоренились в жизнях друг друга, мы поддерживаем друг друга, и это очень теплое и успокаивающее чувство. Если бы вам пришлось описать себя одним словом, не задумываясь, что бы это было за слово? Югём, последовательность. Вот такое вот интересное интервью, как оно вам, пишите в комментариях. Артистам удачи, двигаемся дальше. Baby Monster стали амбассадорами косметики. Давайте подробней. Корейский косметический бренд Banila Co объявил Baby Monster своими новыми послами. Banila Co отметили, что трендовый, но милый имидж, характерный для Baby Monster, идеально сочетается с брендом, что и привело к выбору женской группы в качестве амбассадоров. Компания с нетерпением ждет синергии многогранного очарования Baby Monster и обширной линейки косметических продуктов Banila Co. Женская группа YG Entertainment покорила фанатов своей эстетикой в стиле High Teen, харизматичной энергией и исключительными живыми выступлениями. В качестве брендов-амбассадоров Banila Co они будут активно участвовать в различных промо-мероприятиях, включая фотосессии и рекламные кампании. Компания планирует использовать уникальную привлекательность группы для представления трендовых мейкап-компаний и стилей, адаптированных к предпочтениям поколения Z. Представитель Banila Co заявил: Baby Monster оказали сильное влияние на мировую музыкальную сцену с момента своего дебюта, став иконой для поколения Z. Мы взволнованы новой синергией, которую они принесут, как музы нашего бренда. Поздравляем девушек с этой коллаборацией, всего хорошего и двигаемся дальше.
Ходят слухи, что ТОП может вернуться в Big Bang. Артист их опровергает. Давайте подробнее. Экс-участник Big Bang Чхве Сэн Хён, также известный под псевдонимом ТОП, решительно опроверг слухи о своем возможном возвращении в группу. Он заявил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной. 11 февраля официальный представитель ТОП сделал заявление. Имя ТОП в профиле Чхве Сэн Хёна в социальных сетях не было добавлено или изменено, оно всегда там было. Представители также подчеркнули. Его позиция в отношении Big Bang остается прежней, как он уже и говорил в недавнем интервью. И вот еще что говорил ТОП в недавнем интервью. После увольнения из армии я осознал, что причинил много вреда Big Bang, я принял решение уйти, чтобы больше не доставлять группе неприятностей. Когда мой контракт закончился, я решил уйти после завершения проекта Still Life. Мне было стыдно возвращаться в Big Bang. Если я буду работать один, то смогу взять на себя всю ответственность за свои прошлые ошибки. Однако, если я вернусь в команду, этого не произойдет. Я не хотел обременять их. Несмотря на то, что слухи о возможном возвращении ТОП продолжают распространяться, сам артист подтвердил, что его позиция остается твердой. Он будет работать сам по себе, если будет работать, но не с Big Bang. Все. Так что ответ есть, никто не возвращается в Big Bang. Big Bang — это 3 человека, видимо, теперь. И двигаемся дальше. И чтобы далеко не уходить от Big Bang, у нас тут Карина из СПА. Вы спросите, при чем тут Карина из СПА и Big Bang? А подождите, сейчас расскажу. 13 февраля Майер Кюнгджае, название на экране, в общем, сообщили, что Карина появится в клипе на одной из песен из предстоящего 3-го полноформатного альбома G-Dragon Ubermensch. Однако позже Galaxy Corporation дали сдержанный ответ на эти сообщения о появлении Карины в камбэке в клипе G-Dragon. Представитель лейбла сообщил СМИ: «Мы не можем ничего подтвердить на данный момент». Ранее участница СПА уже снималась в клипах на Want Темина и Вужаде Юнхо из TVXQ. Вот что пишут люди в комментариях. Сотрудничество? Вау, мои ожидания растут. У них обоих яркий образ, связанный с их компаниями. Интересно, что из этого выйдет? Что с Кариной? Какая крутая комбинация! Джимми не просто потрясающее, это настоящее имя. Почему кажется, что они идеально сочетаются? У Карины такой узнаваемый тембр, вместе они будут выглядеть невероятно круто. Какая свежая пара! Похоже, теперь GD начинает работать с SM, раз он ушел из YG. О, только сейчас осознал, что он покинул YG. Интересно, как и будет песня. Ну и напомню, что G-Dragon активно готовится к выходу своего нового альбома Ubermensch, который увидит свет 25 февраля. И если вы хотите еще больше информации, в прошлом новостном выпуске поднимался вопрос того, что люди очень недовольны названием тура и альбома, ну в частности тура, особенно в Европе, ну из-за понятно чего, что произошло определенное количество лет назад. Поэтому тоже можете этот вопрос изучить, а так, если будет коллаборация, то прекрасно. Двигаемся дальше. Далее у нас Хёнджин из Stray Kids сияет на обложке, давайте подробнее. Героем мартовского выпуска Marie Claire Korea, посвященного годовщине основания журнала, стал Хёнджин из Stray Kids, артист, который расширяет свои границы благодаря своей уникальной ауре. После назначения амбассадором Givenchy Beauty или Givenchy, название на экране, Хёнджин сделал свой первый официальный шаг в сотрудничестве с Marie Claire. Современный, классический, дерзкий, выходящий за рамки стереотипов, все это гармонично объединяет бренд и Хёнджина, который смело преодолевает границы жанров и ролей. Сочетая сияющий макияж с контрастной короткой стрижкой, Хёнджин продемонстрировал великолепие новой тональной сыворотки, название на экране, а также культовых бестселлеров, рассыпчатой пудры и бальзамы для губ, в общем, все на экране. Мне все равно за рекламу никто не платит, так что да. Его образ, короткая стрижка, пронзительный взгляд и вместе с тем чистая, почти невинная внешность завораживает. Насладитесь моментами, созданными вместе с Givenchy Beauty, который раскрывает его многогранность во всей красе. Полный фотосет с айдолом можно увидеть в мартовском выпуске журнала. Модель хорош, фотограф свою работу знает. Какие еще могут быть вопросы? Успехов, двигаемся дальше. А далее у нас J-Hope из BTS, Лиса из Blackpink и Гон Ю украшают собой обложку журнала. Давайте подробнее. На обложке мартовского выпуска журнала W Korea Лиса из Blackpink, J-Hope из BTS и Гон Ю представили в полной мере своего таланта и уверенности. Тем временем Лиса из Blackpink готовится к выпуску первого полноценного сольного альбома Alter Ego, который обещает удивить поклонников смелыми образами и новаторским звучанием. Концепция альбома основана на 5 разных Alter Ego, каждый из которых отражает определенную грань ее личности. J-Hope из BTS готовится к сольному камбэку, ожидаемый мартовский релиз станет его первым альбомом после завершения службы в армии. Гон Ю сыграет Дон Гу в дораме «Шоу-бизнес», рабочее название ранее медленно и интенсивно, про индустрию развлечений 60-70-х годов. В общем, да, пару фотографий буквально, информации не то чтобы сильно много, но в любом случае модели и фотографы, как обычно, свою работу знают. Всем успехов, двигаемся дальше. А дальше у нас снова многоликая Лиса из Blackpink и ее новый Alter Ego, давайте подробней. Лиса из Blackpink готовится к мощному сольному камбэку с Alter Ego, который обещает удивить поклонников ее смелыми образами и новаторским звучанием. В одном из интервью певица раскрыла, что концепция альбома основана на 5 разных Alter Ego, каждый из которых отражает определенную грань ее личности. Викси – дерзкая и харизматичная злодейка, к которой Лиса испытывает особую симпатию.
По словам Лисы, идея концепции возникла во время студийной работы. Она пробовала разные музыкальные стили и звучания, экспериментируя с новыми направлениями. В какой-то момент она осознала, что никогда раньше не делала ничего подобного, и подумала, почему бы не объединить несколько стилей в одном альбоме. Альтер Эго станет не просто коллекцией песен, а настоящим музыкальным путешествием по миру Лисы, где каждая из ее 5 личностей раскрывается по-новому. Фанатов ждет захватывающее погружение в многогранный мир смелой артистки. В новой главе своей карьеры Лиса приглашает слушателей отправиться вместе с ней в это уникальное музыкальное путешествие. И теперь у нас разблокированы новые персонажи. Первая из них — это Спиди. Олицетворяя скорость, уверенность и неудержимый напор, Спиди представляет собой смелую художественную трансформацию Лисы, выводя ее музыку и выступления на захватывающий новый уровень. С душой весов и зеленой аурой Спиди живет в движении, не останавливаясь перед препятствиями. Любовь к оранжевому и зеленому отражает энергичную и яркую личность, а глубокий страх перед знаком «Стоп» символизирует непреклонное стремление к успеху или к штрафу. Счастливое число Спиди 327, любимое животное гепард, а любимое место — финишная черта. Пристегнитесь, Спиди здесь, прямой дрифт в вашем направлении, создана для скорости, запрограммирована на победу, запрыгивай на эту скоростную трассу, которая точно удержит тебя в этой гонке. Я придаю новый смысл быстрой моде, десятки по всем показателям, прокачана и заряжена только что установила систему НОС, закиси азота, попробуй угнаться. Врум. Что же подпитывает ее энергию? Мятная жвачка для свежего ума и крепкий эспрессо вместо топлива. Гоночные перчатки не просто любимый аксессуар, а символ контроля. Лучший друг-пассажир, потому что крутые поездки созданы для двоих. Песня персонажа Lifestyle намекает на историю, наполненную амбициями, безудержным стремлением вперед и жаждой гонки. Дальше у нас еще один персонаж, это Викси. 11 февраля Лиса представила Викси, последний альтер-эго, олицетворяет темную сторону личности Лисы и воплощает ее внутреннюю бунтарку. Со знаком зодиака Скорпиона красной ауры Викси бесстрашная девушка, ее образ дополняют яркие аксессуары. Длинные ресницы и эффектные ногти подчеркивают ее дерзкий и загадочный характер. Я, кстати, думаю, жалко, что нет какой-нибудь личности, которая верит в гороскоп и раскладывает карты Таро. Но это так, шутки, на самом деле концепция хорошая, мне нравится. Но без пошутить не обойтись. Только для плохишей. О, вы обо мне уже слышали, отлично, я Викси, та самая, кого можно называть злодейкой. Мои ресницы созданы, чтобы поражать, так что посторонитесь, мои ногти режут глубже, чем твои оправдания. Я слишком занята, живя в своей эре злодейки, пусть хейтеры ненавидят, так что кем ты будешь, другом или врагом? Ты со мной или я перееду тебя? Ну, я думаю, чтобы переехать, тебе нужно попросить Спиди, она быстро ездит, от нее никто не уйдет. Вот. Ее цвета черный и красный, питомец добермана, счастливое число 13, потому что страх — это всего лишь игра. Перекус — черная лакрица, горькая и прилипчивая, как ее обещание. Запивать только твои слеза. Только твоими слезами, ведь нет ничего вкуснее разбитых надежд. Где ее искать? Обернись, но будь осторожен. Обман. Ее лучший друг ты, пока что. А если захочешь узнать ее ближе, включи трек «Сношать Up the World». Слово «сношать», естественно, заменено, английское 4 букв. Ожидается, что с Альтер Эго Лиса откроет новую главу в своей карьере, следуя глубины своей души через музыку и приглашая фанатов в захватывающее путешествие по миру ее Альтер Эго. Лиса постепенно представляет своих персонажей на официальном сайте, в общем, концепция интересна, мне нравится, ну, опять же, шутки не со зла, просто напрашиваются, и, как бы, мне все нравится. Особенно вот песня Born Again недавно вышла, прям мое уважение. Только я не знаю, какая это из девушек была, там, Викси, Спиди или как там их всех зовут вместе. Пока не запомнил. Но в любом случае, Лисе всего хорошего и двигаемся дальше. Концертная новость у нас всего одна сегодня, зато какая. Чен из группы EXO едет в Казахстан. Давайте подробней. Впервые в Казахстане и СНГ пройдет K-Pop Symphony Concert, где симфонический оркестр объединится с миром корейской поп-музыки. 6 апреля на сцене крупнейшей концертной площадки Алматы-Арена выступит Чен, вокалист легендарной группы EXO. Этот концерт станет настоящим подарком для всех фанатов K-Pop, ведь зрители смогут услышать лучшие хиты Чена в сопровождении живого оркестра. Уникальное сочетание симфонического звучания и мощной энергетики K-Pop создаст неповторимую атмосферу, которую невозможно будет забыть. Ну и в целом, да. Это, наверное, один из немногих кей-поп концертов, который сейчас будет доступен. В целом и Казахстан не то чтобы далеко, и попасть туда гораздо проще, так что Чену и всем, кто там будет выступать, тоже всего хорошего. Привет, Казахстан, и двигаемся дальше. А рубрику с рекордами, победами и достижениями открывает Чонгук из BTS. И давайте подробней. Песня Free-D участника BTS и сольного исполнителя Чонгука достигла новой вехи в прослушивании. Согласно последнему обновлению Spotify, сольный сингл мировой звезды Free-D с участием Джека Харлоу превысил 800 миллионов прослушиваний на Spotify, став его четвертой песней, сделавшей это после Seven Feet Latte, Standing Next to You,
и Left and Right с Чарли Путом. Фредди также в настоящее время является вторым по популярности треком Чонгука в его сольном профиле Spotify. Выпущенный 29 сентября 2023 года в качестве его цифрового сингла, трек достиг этой отметки через 1 год и 4 месяца после выпуска. Вот такая вот небольшая новость, но тем не менее рассказывающая о больших достижениях артиста, с чем мы его, конечно, поздравляем, счастья, здоровья, хорошей службы и прочих благ. Как вы могли догадаться, это не конец видео. Конечно же, обладатели, ладно, не буду говорить чего, сейчас начнут уходить, думая, что это все, конец. Блогер сейчас уже прощается. Нет, блогер не прощается. Но вы, конечно, можете пропустить оставшиеся новости, которые есть, в том числе про то, что вас интересует. В любом случае, список бустеров все это время был на экране. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищесы, друзья, друзьяне. Хоть вас стало меньше, но спасибо тем, кто остается. Надеюсь, что скоро ваше число снова начнет увеличиваться. А то не знаю, смогу ли я физически выпускать видео без пульса. Вот, спасибо за поддержку. Далее, Бусти. Все доступно без блокировок, тормозов, ограничений, так что не надо жаловаться мне везде, что ой, вас невозможно нигде смотреть. На Бусти можно смотреть всегда и везде. Далее там ранний доступ, дополнительный контент, прекрасная возможность поддержать каналы, голосование за марафоны, возможность написать в личку, ну и так далее. В общем, проходите, смотрите, изучайте, у кого есть возможность, желание и так далее. Другие каналы, которые тоже веду, это МП Тьюб реакции, сейчас там марафон по B2B проходит, и не только, изучайте. МП Entertainment музыка, самый свежий релиз, вот он здесь, запретный фолиант, слушайте, стримьте, делитесь с друзьями. Все-таки хард-рок это тоже хорошая музыка, а может там не хард-рок, а вот пока не послушайте, не узнаете, да? В любом случае буду признателен, для кого же я старался в конце концов для людей. Телеграм, чтобы не теряться. Это не конец выпуска, мы с вами продолжаем. Следующая новость. Далее у нас IVE, у них победа, давайте подробней. IVE получили первый трофей на музыкальном шоу с новым заглавным треком Attitude. В эпизоде M-Countdown 13 февраля кандидатами на первое место были Attitude IVE и Love Hangover Jennie из Blackpink. В итоге победу одержали IVE, набрав в сумме 7754 очка, Jennie получила 7149 очков. Поздравляем девушек из IVE, счастья, здоровья, двигаемся дальше. Далее у нас IVE, которые стали совершенными убийцами всех аж 5 раз, из-за чего вошли в историю. Давайте подробней. Группа IVE устанавливает новые рекорды в корейских чартах. 11 февраля iChart Instiz официально объявили, что хитовый предрелизный сингл IVE Rebel Heart достиг статуса Perfect All Kill. Это означает, что трек занял первую строчку во всех основных корейских музыкальных чартах. IVE побили рекорд по количеству песен, достигших статуса Perfect All Kill среди женских групп. Rebel Heart их пятая песня с таким достижением после Afterlike, Kitsch, I.M и Baddie. Что делает их первой женской группой в истории, у которой 5 разных песен достигли статуса Perfect All Kill. Совершенно убийство всех! Дебютировав всего 3 года и 2 месяца назад, IVE также является самым быстрым артистом, достигшим этого результата. И третьим в общем с таким достижением. На сегодняшний день единственными другими артистами, у которых 5 разных песен получают статус Perfect All Kill, являются Айо и Big Bang. Песня получает статус сертифицированного All Kill, когда она занимает первое место во всех чартах, включая вот там YouTube даже. Поздравляем IVE с этим достижением и двигаемся дальше. Розе и Бруно Марс, угадайте, про что новости, какая песня снова набрала. Давайте подробней. Клип АПТ продолжает набирать просмотры с рекордной скоростью. 13 февраля около 12:30 по корейскому времени музыкальное видео на хит АПТ Розе из Blackpink и Бруно Марса превысило 1,1 миллиарда просмотров на YouTube. Песня была выпущена 18 октября 2024 года в 13:00 по корейскому времени. Таким образом, клипу потребовалось чуть более 117 дней и 11 часов, чтобы достичь этой впечатляющей отметки на платформе. АПТ теперь является самым быстрым музыкальным клипом азиатского исполнителя, преодолевшим 1,1 миллиарда просмотров на YouTube и пятым по скорости достижения этого результата среди всех клипов в истории платформы. Единственными клипами, которые набрали 1,1 миллиарда просмотров быстрее, являются Hello Adele, Despacito Луиса Фонси при участии Дади Янки, Shape of You Эда Ширана и Мидженте Джея Бальвина и Уилли Уильямса. Поздравляем Розе и Бруно Марса, уже поздравлял Коломайца, так много они с этой песней достигли, но это прекрасно, уважение и двигаемся дальше. aespa и Jennie из Blackpink получат награды. Где, какие и почему, давайте подробнее. Женская группа aespa и участница Blackpink Jennie получат награды на Billboard Women in Music Awards 2025. Премия Billboard Women in Music Awards — это ежегодное мероприятие, которое, согласно описанию, чествует невероятных женщин, которые продолжают продвигать инновации, вдохновлять на перемены и преобразовывать будущее музыки. 12 февраля по местному времени Billboard объявили большинство лауреатов, которые получат награду на церемонии этого года. Группа aespa получит награду Group of the Year группа года в 2025 году, а Jennie награду Global Force Award глобальная сила. Церемония награждения Billboard in Music Awards 2025 состоится 29 марта в YouTube Theater в Голливуд-парке в Инглвуде, Калифорния.
Поздравляем девушек с этими достижениями, ну, когда озвучит, потом еще раз поздравим и двигаемся дальше. А далее у нас рейтинг репутации Idol Group, тут и мальчики, и девочки. Корейский институт бизнес-исследований торжественно представляет всю статистику-аналитику с 30 по 1 место, погнали. 30 место 50-50, 29 GOT7, 28 Monster X, 27 A-Pink, 26 101, 25 Super Junior, 24 Stacey, 23 B2B, 22 Boy Next Door, 21 NCT. 20 NYX, 19 Oh My Girl, 18 EXO, 17 Stray Kids, 16 G-Idol, 15 ENHYPEN, 14 Shiny, 13 Twice, 12 Baby Monster, 11 Пацаны, они же The Boys. 10 Red Velvet, 9 TWS, 8 Le Sserafim, 7 Big Bang, 6 Fromis 9, 5 aespa, 4 BTS, 3 Seventeen, 2 Blackpink и на первом месте IVE. Нашу любимую группу, конечно же, пишите в комментариях, всех поздравляем, успехов и двигаемся дальше. В прошлом выпуске поднималась новость о том, что J-Hope написал тиктокеру, достаточно известному, спросил, как пользоваться вашими тиктоками. В общем, это новость про то, что люди сомневаются, правда это или нет, давайте подробнее. Новость переводится на ходу. 7 февраля предполагаемая активность J-Hope из BTS в социальных сетях привлекла внимание. В январе Idol создал аккаунт TikTok, где делится видео с различными танцевальными челленджами и многим другим. Он также подписался на несколько аккаунтов на платформе, включая аккаунт популярной филиппинской танцовщицы и влиятельной персоны в социальных сетях Нианы, которая с воодушевлением поделилась новостями. После этого менеджер Нианы поделился фотографией, на которой J-Hope пишет молодой звезде личное сообщение, прося совета и добавляя: «Пожалуйста, научи меня ТикТоку». С тех пор некоторые пользователи сети посчитали, что часть ситуации с личными сообщениями была ложной и предоставили доказательства этого. Вскоре после этого пост ее менеджера был удален, что, по мнению многих, является доказательством того, что личное сообщение было фейком. Пользователь сети, который внимательно изучил сообщение, поделился подробностями о предполагаемой системе TikTok, заявив, что аккаунт J-Hope выглядел бы иначе, если бы был настоящим. Некоторые указали на незначительные детали аккаунта по сравнению с реальным аккаунтом J-Hope, подтверждая свою уверенность в том, что за сообщением, отправленным Ниане, стоит аккаунт фаната. Поклонники ясно заявили, что предполагаемое разоблачение не было нападением на Ниану, а скорее желанием, чтобы частная жизнь J-Hope была честно и точно соблюдена. И другие по-прежнему верят, что личное сообщение было реальным, и не видят причин для беспокойства по поводу сообщений J-Hope, молодого танцора, который является известным ARMY. Такая вот история, кто-то верит, кто-то не верит, вы можете присоединяться к любому лагерю, в том числе к третьему, кому вообще все равно. Ну написал. Почему бы и да. Это вполне себе возможно, когда известный человек пишет другому известному человеку. Потому что я думаю, менеджер этой девушки не сумасшедший, чтобы создавать фейки, ведь у 1% ARMY, которые там, ну, самые вот эти отбитые, я говорю, 1% фанаты любого вообще коллектива, это обычно вот сумасшедшие какие-то. Ну, вот в этом случае это 1% ARMY, самых безумных, которые копают все там по плитке какой-то, на фоне которой Дженни фотографировалась, вычисляли, что она была возле дома Тэхёна. Вот эти вот люди, которые без своей жизни живут только вот поиском всего про BTS, они, возможно, нашли бы сразу то, что это все неправда, то есть, ну, определили бы, что там фотошоп, не фотошоп. В общем, я думаю, никто бы не стал этим рисковать, учитывая, ну, такой вот бэкграунд в виде сталкеров безумных, которые все находят. Поэтому, скорее всего, все это произошло на самом деле, но сам артист никаких комментариев не давал, поэтому нам остается только верить или не верить. Двигаемся дальше. Следующая новость у нас, чтобы немножко разрядить обстановку. Фанаты считают, что участники BTS экстрасенсы, но я делаю кавычки, потому что они предсказали свое будущее. Давайте подробнее. Новость переводится на ходу. Вскоре после дебюта участники BTS рассказали журналу Vesta о своих прогнозах относительно собственной жизни в ближайшие 10 лет. Многие из них, как ни странно, угадали, где они будут, в то время как другим нужно еще немного постараться, чтобы достичь своих целей. И пожалуйста, то есть, видимо, не все оказались экстрасенсами. РМ предсказал, что через 10 лет он станет богатой рэп-звездой, и ему это определенно удалось. Джин предсказал, что он станет сержантом Ким Сок Джином, поскольку он завершит свою военную службу. После успеха в составе BTS он говорит, что станет тем, за кем матери будут смотреть по телевизору. Очевидно, он достиг этой цели. Шугар сказал, что через 10 лет он покорит мир музыкой и надеется поделиться своей музыкой со всем миром. С чего только можно и поздравить, поделился. J-Hope предсказал, что он будет известен как J-Hope из всемирно известной группы BTS и что он будет служить в армии. Это предсказание сбылось, хотя, в принципе, почти все мужчины в Южной Корее служат на какой-то службе, даже альтернативной. Ничего против не имеем, просто вот так оно устроено. Чимин сказал, что станет великим певцом, которому нравится быть на сцене. Можно проверить.
Дальше у нас Ви. В то время как мечты всех остальных сбылись, мечта Ви не сбылась. Он предсказал, что будет крутым осенним человеком, который водит своих будущих детей Тэквона, мальчик 2 года, и Тэгыка, девочка 7 месяцев, в зоопарк и кормит голубей чипсами из креветок. Может быть, когда-нибудь это и сбудется. Но тогда придется положить на карьеру, потому что фанаты не простят. Но вообще-то личное дело каждого, заводить семью, не заводить. Дальше у нас Чонгук. Получается, последний участник, про кого еще мы не говорили. Чонгук тоже еще не достиг своих целей. Он предсказал, что станет владельцем утиного ресторана или татуировщиком. Кто знает, что ждет его в будущем. Ну, думаю, на утиный ресторан у него как минимум денег хватает. В целом, да, вот такая вот история. Фанаты поковыряли прошлое, сравнили с будущим, и большинство угадало, что их ждет впереди. Но еще не вечер, а жизни у артистов продолжаются. Молодость в самом разгаре, так что не вижу никаких препятствий для того, чтобы реализовать все хотелки. При нынешнем-то спектре возможностей, которые предоставляет им их популярность. Так что всего хорошего и двигаемся дальше. А вот эта новость, которую все ждали, Тэхён и Чонгук победили злодея. Некоторые даже написали, что победили мразь. Тем не менее, давайте подробнее. Ви и Чонгук из BTS одержали частичную победу в судебной тяжбе с владельцей YouTube канала Телдеок или Телдеук, в общем, это Соджанг, та самая, как я понимаю. Гражданский отдел 12-го западного окружного суда Сеула судья Ли Кван Хён провел 14 февраля первое судебное заседание по иску о возмещении ущерба, поданному Big Hit Music против ютубера Соджанг. Да, это Соджанг. Суд признал ответственность Телдеок за ущерб имиджу. Согласно решению, ответчик должен выплатить 51 миллион вон Big Hit Music, 10 миллионов вон Ви и 15 миллионов вон Чонгуку. Также суд постановил, что все судебные издержки по гражданскому иску должен покрыть владелец канала, то есть Соджанг. Кроме того, до полного погашения общей суммы компенсации 76 миллионов вон будет начисляться процент. В марте прошлого года Ви, Чонгук и Big Hit Music подали иск против Соджанг на сумму 90 миллионов вон, обвинив канал в распространении ложных слухов и клевете. Я буду говорить Соджанг, потому что, Соджанг и этот канал, это знак равно между ними. До закрытия в июне 2023 года YouTube-канал Телдеок распространял злонамеренные слухи. Помимо Ви и Чонгука, жертвами также стали Чан Вонён и Зайв, Канданиль и другие артисты. Кстати, они тоже вроде как выигрывали суды недавно, так что, справедливость вроде как начинает торжествовать. В результате несколько артистов и их агентства подали в суд. Судебный процесс продолжается по обвинению в нарушении закона о продвижении использования информационных и коммуникационных сетей и защите информации, клевета. И ранее, в январе этого года, Чан Вонён и Зайв частично выиграл апелляцию по иску против Соджанг, суд снизил сумму компенсации с первоначальной до 50 миллионов вон. В общем, потихоньку артисты начинают забирать свое. Опять же, судя по всему, если прикидывать по количеству подписчиков, просмотров и прочего, плюс наверняка же там была ссылка для донатов какая-нибудь, Соджанг, скорее всего, в ноль выйдет в худшем случае для нее, естественно. То есть человек не разорится, все равно заработала она достаточно много на вот этой ненависти, слухах и прочем. Я даже все это не изучал, но просто из новостей понятно, что там был за контент. Вот, она на нем, собственно, заработала, думаю, достаточно много, чтобы остаться даже в небольшом плюсе, когда она выплатит все штрафы. Потому что именно поэтому, я думаю, человек до последнего пытается бороться и доказывать, что я там не то имела в виду, и вы неправильно меня поняли, значит, есть что терять. Соответственно, деньги имеются. Потому что просто так ее посадить, и толку, посидит она пару лет и все. А так можно денег взять и восстановить немножко репутацию артиста. Но это дело, судя по всему, еще будет продолжаться, суды дело не быстрое, но тем не менее, это хороший знак, что чем бы вы ни занимались в интернете, возможно, рано или поздно придется ответить за базар. И да, ненависть и фейки, они очень много просмотров приносят, поверьте, я смотрел со стороны, я даже на стриме недавнем рассказывал, кстати, можете его посмотреть, что если выпускать выдуманные новости, фейки, всякую грязь, провоцировать людей на агрессию, прям вообще абсолютно напрямую, это будет собирать огромные просмотры, сотни тысяч. Но потом тебе могут постучаться в дверь. Поэтому лучше оставаться честным, рассказывать то, что есть. Это я говорю про политику своего канала, что рассказываем новости в том виде, в котором они есть, ничего не додумывая и не убавляя. В общем, поздравляем артистов с этим достижением, победой, компанию тоже. И вообще в целом, неважно, были бы это участники BTS или нет, главное, что людей, которые распространяют ложную информацию и на этом еще и наживаются, начинают наказывать. То это самое главное в этой новости. Артистам будет поспокойнее, потому что, к сожалению, многие в интернете уж очень доверчивы, верят всему, что написано в комментариях, даже не глядя в ролик, например. Или просто верят в самое плохое. В это же гораздо проще поверить. Особенно, когда твоя жизнь сама по себе не очень. Но это совсем другая история. Парням хорошей службы и прочих благ.
Такой у нас сегодня был выпуск, предупреждаю, может быть сцена после титров, а может и нет. Напомню, недавно был стрим, он доступен, можете посмотреть, я там на многие вопросы ответил касаемо работы канала, почитал ужасные комментарии всякие, и мы с этого посмеялись, покринжевали и так далее, так что можете изучить, опять же, по крайней мере было весело. Ну и там еще про мои всякие вот эти истории из жизни есть, касаемо там выгорания, не выгорания, в общем, кому интересно, ссылка будет в описании. Дальше, спасибо всем, кто подписывается, ставит лайки, жмет колокольчики, пишет комментарии адекватные, подписывается на Телеграм. Остальным, кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь, для вас это ничего не стоит, для канала это огромное важное дело. Давайте поддержим выход нормальных новостей в первозданном виде, как они есть, без желтухи какой-то. Вот даже сегодня, например, выпустил вторую вот новость касаемо J-Hope от ТикТока, которая вроде как опровергает или хотя бы поддает сомнению предыдущую, так что, видите, все оперативно поправляется, если надо. В общем, надеюсь на вас и вашу поддержку. Как обычно, с вами был Максим, и я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока. А теперь чуть-чуть болтологии в конце или перед сценой после титров. Ну, на стрим я уже говорю вам, да, приходите, посмотрите повтор его, грубо говоря, на прямой эфир вы уже не попали, но ничего страшного, изучите вопрос. Далее у меня обращение к тем, у кого, видимо, 47-я хромосома не дает покоя. Новости про артиста выходят в том количестве, в котором они существуют на момент записи. Тут нету никакой политики, что вот мне проплатили фанаты какого-то одного артиста, чтобы я побольше рассказывал, как некоторые утверждают. Да, конечно же, я проект Хайп и сижу у них на зарплате, поэтому у меня одна и та же футболка всегда и одна и та же стена с двумя плакатами. Ну, так много мне денег Хайп дали. Это, естественно, кавычки я делаю. Потому что сейчас, если я не скажу, что это шутка и ирония, кто-то поверит и скажет, о, на зарплате у Хайп сидит, что он жалуется. Поэтому да, про кого новости есть, про того и рассказываются. Я на этот вопрос отвечаю на каждом стриме. Периодически в роликах это поднимаю, но это все равно никто не слышит. Кому нужно это услышать. Поэтому, что есть, то и рассказываю. Надеюсь, в этот раз хотя бы пару человек это услышит из тех, кому это адресовано. Остальным же адекватным людям, которые смотрят до конца целиком все мои ролики, вот любовь, уважение, лайки, как так могу, так, вот так могу, как угодно. Большое вам спасибо еще раз. Ну и не забудьте там про бусти, кому интересно. А сейчас, да, либо сцена после титров с моей монтажной версией, ну, либо спасибо, что досмотрели до этого момента. Надо же, это сцена после титров, так давайте же приступим. А на очереди у нас продолжение истории Чонгука и его товарного знака. Давайте подробней. Чонгук из BTS запускает собственный бренд, делая новый шаг в своей сольной карьере. 12 февраля международные СМИ сообщили, что Чонгук зарегистрировал логотип своего бренда в 9 странах, что стало важным этапом его сольного пути. С завершением регистрации в таких ключевых рынках, как США и Великобритания, как фанаты, так и представители индустрии с нетерпением ждут его следующих шагов. Логотип бренда Чонгука представляет собой стильный дизайн с инициалами JK, который является не просто эмблемой, а отражением его художественного видения и личного бренда. Этот символ олицетворяет его путь от стажера до мировой звезды, сохраняя его идентичность как участника BTS, но в то же время подчеркивая его индивидуальность как сольного артиста. После новости регистрации логотипа в 9 странах фанаты с энтузиазмом отреагировали на это событие, поддерживая эволюцию Чонгука от певца к полноценному бренду. Этот шаг также усилил ожидания его будущих сольных проектов. Регистрация интеллектуальной собственности становится все более распространенной практикой в кей-поп-индустрии, позволяя айдолам защищать свой личный бренд. Однако масштаб глобальной регистрации бренда Чонгука выделяется на фоне других случаев, подчеркивая растущее экономическое влияние кей-поп во всем мире и потенциал артистов закрепиться в качестве самостоятельных брендов на международном рынке. С чем мы артиста и поздравляем. Грубо говоря, это продолжение новости, которая была пару выпусков назад. Экспансия началась, товарный знак регистрируется везде, где только можно, и с этим можно поздравить артиста, пожелав ему хорошей службы и возвращения домой. Двигаемся дальше. Или не двигаемся дальше.